Всем привет! Продолжаем наши псевдогайды. Так, был гайд по виджетам, но есть некоторое, как сказать, недопонимание, непонимание, что, зачем и почему. И я решил сделать такую вот объяснительную, что, куда и как. Ну, плюс-минус. Итак, начнем мы с тимапа. Где у меня тут? Вот. С тимапа был вопрос по поводу, что если нам захочется добавить еще один элемент, ну, допустим, вот манна, что нам нужно сделать? Нам нужно будет добавить его, естественно, в Янаме. То есть, если мы захотим сделать манну, давайте это и сделаем. Вот так вот мы его сдублировали. Взяли сюда, записали не стамина, а манна. Манна current. Манна current. После чего mana max. Mana max. Ну, это он из-за запятой ругается. Mana max и mana regen. Таким вот образом. Все, поздравляю, у нас готово. Все, вот это я скопирую, вот сюда поставляю. Запятую берем. И таким образом у нас добавится манна. Хорошо. Это по поводу нового добавления. Добавляем. Почему? Почему так? Почему именно тимап? Почему просто поля не открывать? Во-первых, это удобство с использованием. К примеру, что нам нужно будет сделать, если мы делаем поля? То есть у нас есть какой-нибудь float current health, current health, там, что у нас там дальше, max health и какой-нибудь, ну неважно, просто пока два, реген не будем добавлять. Что нам нужно сделать, чтобы увеличить current health? Нам нужно обратиться именно к этому полю current health, то есть именно к вот этому взять и обратиться, потому что программа сама не знает, то есть мы должны написать метод, который обращается именно к этому. Потом, если мы захотим к max health обратиться, нам нужно написать метод. Или напрямую взять и обратиться именно к max health. Но с учетом того, что он в protect идет, то у нас именно что методы нужно писать. Понимаем, да? То есть мы также добавляем новые сюда. Здесь сюда добавили новое что-то, здесь сюда добавили новое что-то. И постоянно нам нужно писать новые методы. Что нам здесь нужно, когда у нас есть float? Допустим, давайте запишем increase, void, объявим метод void increase что? Increase state. Increase state element. Increase state элемент. Вот такой вот. И будет decrease. Давайте начнем с increase. Можно вообще это все в один метод засунуть, то есть какой-нибудь параметр принимать, условный bool, типа на увеличение или на уменьшение он идет, и в зависимости от этого була добавлять либо отнимать что-то, но я не помню, как у меня в основном проекте сделано. Я там один раз настроил, он работает. А вот вообще, наверное, лучше разделить эту логику, пусть она даже одинаково будет, но зато удобно будет использовать. Она должна что-то в себя принимать, чтобы мы могли это использовать очень удобно. К примеру, в данном случае что нас интересует? Нас интересует, чтобы он нашел по ключу, то есть это он принимал вот этот eStateName, eStateName, вот он принимает eStateName, это будет stateName. С маленькой буквы пишите здесь, чтобы они не конфликтовали, если вы какие-то поля используете с таким неймингом. Итак, и нам нужно само значение принимать, то есть мы принимаем float, это value пусть будет. Все, у нас есть метод, мы идем его реализовать, да, вот так вот сделали, но на самом деле он пойдет пониже после этих всех историй. Вот таким вот образом. И теперь нам надо как-то взаимодействовать с тимапом. Как взаимодействовать с тимапом? Первым делом нужно сделать проверку, потому что если в тимапе не будет, мы воспользуемся методом, который ищет элемент, и там ничего не будет, у нас будет краш. Нам это не надо. Для этого есть в тимапах такой метод stateMap. Мы прописываем наш тимап. Stain. Почему stain, если state? Непонятно. statemap. Contains.
То есть он проверит, что там, если там так, по ключу чего-нибудь. Если оно есть, то он вернет true. Если нет, то он вернет false. То есть мы туда передаем наш state name и разворачиваем результат. То есть получается, что если там что-то есть, это true, разворот это false, и как бы мы возвращаемся. То есть мы делаем return. То есть ничего не надо делать, если там ничего нет. Но это так, на всякий случай, просто чтобы оно все не схлопнулось. Мы же не любим, когда игры схлопываются, правильно? Правильно. Также по-хорошему еще сделать бы вот это вот const, потому что мы его не меняем. Const. Ну и этот можно const, но неважно. В общем, у нас есть этот, теперь нам нужно что-то сделать с ним, то есть как-то его изменить. Что для этого нам нужно? Нам нужно обратиться к нему же, state map, взять его state map, .find сделать, .find и передать туда state name, вот этот enum, который туда входит. То есть вот этот метод find в tmap, он позволяет по ключу, по первому значению, по первому вот этому вот, найти, что находится, какое значение там. То есть он возвращает вот этот вот float в данном случае. Но он возвращает указатель на него. То есть не само значение. Для того, чтобы нам получить именно само значение, нам нужно сделать вот такую вот вещь, разыменовать его. А теперь мы получили именно, что здесь находится значение. То есть если мы вот так вот нажмем Ctrl-Shift пробел, то мы увидим, что здесь он возвращает у нас в данном случае float, принимает в себя ESStateName, и вот у нас все хорошо. Окей. И вот видно, что он возвращает именно что указатель. Здесь звездочка. Хорошо, мы это сделали. И что нам нужно сделать? Правильно. Если у нас increase, то плюс равно value. Плюс равно value. И таким образом мы увеличим это значение. Все. Вне зависимости от того, сколько мы будем добавлять сюда новых элементов, у нас будет increase работать. То есть все, он у нас настроен. Если мы захотим где-то чего-то исправить, вот допустим, ну, предположим, что это откуда-то, неважно откуда вызывается, извне. И мы вызываем increase state элемент. Сюда прописываем ESState name. Вот такие вот двоеточие. И вот у нас есть весь список наш. Health current, health max, health regen, mana current, mana max, mana regen и stamina. То же самое. Да, идет. Ну, здесь он повторяется. То же самое, в общем, это. И мы хотим, допустим, взять и увеличить health current. Health current на какое значение? На 10. .0f какие-нибудь. Все. Если у нас добавляется какой-то новый элемент, допустим, сдублируем это, допустим, какой-нибудь ggvp, но это не важно, мы все равно этим сейчас пользоваться не будем. Что нам нужно сделать? Правильно, сюда передать ggvp. Все. Новый элемент. Пожалуйста. Соответственно, нам не нужно идти в сам класс, нам не нужно его брать, добавлять, там, новое поле делать, новые методы как-то менять и прочее. У нас все настроено, у нас все работает. И в случае, если у какого-то класса нет этого, точнее, у класса там понятно, что есть, имеется в виду у какого-то объекта, в котором находится эта компонента, не будет этого элемента, он его не добавит. В чем также это еще удобство? В том, что у нас, допустим, есть вещи, предположим, в которых есть увеличение статов. То есть у них точно такая же state map будет, которые увеличивают статы. То есть не state map будет, а точно такой же tmap будет, где какой стат она увеличивает и насколько стат увеличивает. И тем самым нам будет очень удобно пробежаться по такому же tmap с помощью цикла и просто-напросто повызывать increase state элемент одной строчкой, а не обращаться к каждому, смотреть, что именно где есть, что именно так. То есть у нас минимум кода получается в дальнейшем. То есть мы написали вот этот increase, все, нам больше не надо трогать, не в зависимости, сколько там всего, чего будет добавляться. Также, почему tmap именно не поле? Есть такая вещь, я здесь, кстати, неправильно сделал. Я здесь все это подобавлял в самой компоненте. На самом деле это не в самой компоненте надо делать, а в компоненте, которая именно находится в, как сказать, в самом объекте, который нам нужен. То есть в данном случае это character наш. Вот наш character, вот его компонента, и вот здесь вот мы уже добавляем то, что нам нужно.
Да, когда мы нажимаем вот этот плюсик, происходит следующее. Там происходит вот такая вот вещь. То есть state map .add. Это, кстати, через плюсы как добавлять. Мы сюда передаем state молодец, state name, какой-нибудь тот же GGVP, и передаем туда какой-нибудь там 1.1.1.0. Все, вот так вот. Это мы добавили новый элемент. Teammap работает так, что элемент не может повторять. То есть ключ — это уникальная вещь. Под одним и тем же ключом два разных значения не могут находиться. Если мы сделаем вот так, допустим, вот таким вот образом, это будет означать, что он просто его перезапишет. То есть произойдет просто перезапись. Вот таким вот образом. Соответственно, когда мы клацаем вот здесь плюс, он там добавляет вот этот add, делает проверку, что уже было, какой ключ, и добавляет следующий. Ну, за счет того, что это за счет того, что там enum. Если бы там был условный name, он бы по стандарту устанавливал none, и пока мы не укажем что-то другое, кроме none, он бы новый элемент нам просто не дал добавить. То есть происходило бы то же самое, что происходит вот сейчас. То есть cannot add a new key to map while a key with the same value exist. Вот. Ну, сейчас маны нет, потому что мы не делали лайфкодинг. Ну, можно, в принципе, сделать лайфкодинг, там и появится у нас GGVP. Ну, давайте сделаем лайфкодинг. Хорошо, лайфкодинг готов. Мы здесь делаем compile, и вот мы можем добавлять следующее. Вот он добавил. GGVP не появился. Мы там не сохранили, походу, да, его именно. GGVP мы не сохранили, или он не принял его. Ну, в общем, его здесь нету. Обидно, досадно. Ну, ладно. Подожди, а почему он одинаковый? Это как так-то? Это одинаковый, я понял. GGVP мы же манореген сделали, вот он. Манореген. Все, GGVP есть. Просто у нас отображается вот этот name. Давайте напишем здесь GGVP. А то выглядит, как будто бы у нас одинаковый ключ. Сейчас люди запутаются. Это плохо. Давайте еще раз лайфкодинг. Вот. И у нас тут все есть, как бы. GGVP и прочее. Так вот, почему мы именно здесь должны его вводить? По той причине, что... Так вот, еще раз. Почему teammap именно? Тоже хорошая история. Если у нас разные поля, допустим, предположим, что у нас есть... Где у нас находится наш характер? О, я тебя быстрее так найду. Давайте предположим, что у нас есть еще один характер какой-нибудь. Новый какой-нибудь enemy. Неважно. Сейчас тестовый, мы его потом удалим. У нас есть вот такой вот товарищ. И мы к нему тоже добавляем state BP player state. Ну, на данный момент это player state. У нас будет именно отдельно enemy state для разделения логики, потому что немножко будет отличаться, если мы вообще будем это делать, но неважно. Если поля, нам нужно создавать отдельный класс, держать его в разных классах, эти поля, то есть наследование, следить за тем, что чего есть. А если мы захотим что-то перенести, поменять, нам нужно опять же залазить в плюсы, все это менять. Что нам нужно здесь сделать? Предположим, GGVP нам у enemy надо, но у enemy не будет манорегена, то есть он его должен удалить, а удалить он его не может. Not allowed mapped context. Окей. Хорошо, я вас услышал. Вот же delete. Я очистить собирался. Бывает. У нас есть эта штука. Нам не нужна мана для enemy, и нам не нужна стамина для enemy на данный момент. А здесь нам не нужен GGVP, и мы его удаляем. Здорово, здорово. Теперь получается, что у нас у enemy имеется строго GGVP, health regen, max regen, max и current. А у нашего игрока имеется все это. Код у нас работает, код нам при этом менять не нужно. И в случае, если мы захотим, чтобы enemy каким-то образом что-то использовал, допустим, мы захотели, чтобы он использовал стамину, мы просто нажали 3 раза стамину, указали ему, какие тут параметры у него, и у нас все работает. То есть нам не нужно лезть в код, ничего менять, ничего перестраивать, ничего дописывать, ничего не делать. В общем, вот такая вот история. Надеюсь, все сказал, что по тимапам. Если что-то еще непонятно, но мы дальше это все будем использовать, опять же, то есть все это будет на практике использоваться, поэтому как-то так. Но если что-то непонятно, опять же, комментарии, Discord,
личка и так далее и тому подобие. Попробую объяснить, рассказать и показать. По поводу теперь компонентов. Почему мы создали компоненты, я, по-моему, рассказывал, но все равно надо объяснить. Почему именно создана была компонента, а не была создана именно в самом классе. Давайте я enemy удалю, все. Сказали, хватит, force delete. Пофигу, что оно там в памяти, reference. Почему именно так? Почему просто нельзя было взять и создать, допустим, в чарактере? Просто взять вот этот вот team-up этот, создать в чарактере. Можно создать чарактер, пожалуйста, создавайте. Проблем в этом нет. Но, точнее, как, не то чтобы проблема, удобство вы потеряете. Потому что, во-первых, это зонирование логики, то есть у вас логика, конкретно отвечающая за ваши статы, будет находиться в отдельном месте, в отдельном классе, и вы там можете отдельные вещи делать. Это первый момент. Второй момент, очень важный, это то, что... это что такое? Не, все нормально. То, что вы можете его удалить в любой момент, который вам нужен. Предположим, у вас есть враги, и у них хп стало 0. И они погибли, они начинают валяться, то есть, да, они вот валяются у вас на сцене. Вот представим, да, вот это вот он валяется 1, 2, 3, 4, там 5 и так далее. То есть, представили, да? И у них остается вот эта логика, вот этот state map остается, а там еще будет куча полей, куча переменных, куча методов, куча всего будет, куча структур. То есть у него будет храниться огромный такой массив данных. Зачем он нам в памяти, если они уже все? То есть нам нужно их оставить, чтобы они лежали, да, чтобы не испарились, грубо говоря, сразу. Но мы их можем уже очистить. И вот как раз-таки компонента нам позволяет это сделать. То есть мы можем взять и обратиться к нашей компоненте. Мы можем это из компоненты сделать. То есть сама компонента у нас где-то там проверяет if state map, вот этот state map, find yes, state name, health, current, нет, current, пожалуйста, current, if вот этот вот больше, вернее, наоборот, меньше, либо равно условному нулю, ну, соответственно, так как это указатель, нам надо его разминовать, чтобы сравнить именно с числом. Вот, если он равен, то мы там какой-нибудь des делаем, правильно? То есть какой-нибудь метод вызываем des, который в свою очередь чего-то там делает и в конце концов вызывает destroy, пожалуйста, destroy component. Destroy component. Это означает, что вот эта вот вся компонента, она будет уничтожена. Ну и в чарактере у нас, если мы извне где-то это хотим сделать, уничтожить в любой момент, который нам удобно, если мы уже, конечно же, его не используем, то мы здесь можем просто взять его и вызвать, мы уже метод написали, взять и вызвать тоже destroy компонент. И, соответственно, у нас очистится память, у нас не будут жраться ресурсы на это все, и вот вам оптимизация такая вот получается. Поэтому чисто вот ради вот таких вот вещей, то есть зонирование именно... Не уверен, что я правильно это использую, конечно, термин. Но, в общем, чтобы у нас логика именно в одном месте находилась, мы знали, где она находится, и мы могли от нее избавиться. То есть потом в дальнейшем. Потому что нам не нужны хп, если он уже помер, все, он валяется, наш враг, и как бы мы удаляем это все. Вроде бы все понятно. Опять же, если есть вопросы, можно их задать в комментариях, можно задать в Дискорде, в личку, так далее и тому подобие. Поэтому подписывайтесь, пишите, и будем продолжать. Что ж, а на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. На Дискорд ссылка в описании. И всем пока.